Вот, наконец-то вы становитесь обладателем желанной татуировки, с чем я вас и поздравляю. Но должна заметить, что насколько бы ни был хорош ваш мастер, если вы забьете на заживление, весь результат может улететь коту под хвост. Привет, я Натали, и в сегодняшнем видео речь пойдет про правильное заживление татуировок. И перед тем, как мы начнем, я бы хотела попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать такие полезные видео, как это. Самый проверенный способ заживления татуировки – это заживление при помощи компресса, а.к.а. пеленки, а.к.а. памперса. По своей сути, татуировка – это мокнущая рана. Подобная, допустим, такой, как если бы вы проехались коленками по ковру. Различие заживления в этих двух ситуациях будет состоять в том, что нам необходимо не допустить образования струпа, то есть корочки, которая будет покрывать татуировку. Потому как это обязательно приведет к выпадению пигмента в будущем. Пеленка впитывает ту самую сукровицу или лимфу, не позволяя образоваться струпу или по-другому корке на вашей ране, а также защищает вашу татуировку и кожу от механических воздействий, попадания бактерий, вирусов и грибков, и исключает под собой появление вторичной инфекции. Итак, подведем итог. Как же мы заживляем татуировку при помощи детской пеленки? Шаг первый. Берем простое мыло или детское и промываем под теплой водой татуировку на несколько раз, для того, чтобы смыть всю липкую сукровицу. Нанести хлоргексидин на рану для дополнительной обработки, а лучше всего сделать компресс из хлоргексидина на 2-3 минуты. Шаг второй. Даем вашей татуировке хорошенько просохнуть. Можно помочь себе одноразовыми бумажными полотенцами. Ни в коем случае не стоит использовать те полотенца, которыми вы вытираете руки или тело. Шаг третий. Наносим специализированную мазь для тату или бипантен очень тонким слоем, для того, чтобы сохранить аэрацию, а именно доступ кислорода к вашей ране. Без этого заживление не произойдет. Ни в коем случае не используем никакие другие вспомогательные мази, такие как ливомиколь, спасатель, бодяга. Мы пытаемся заживить татуировку, а не сжечь ее нахрен. Бодяга и спасатель – это мази для закрытых ран. Они противовоспалительные и не приспособлены для открытых ран. А левомиколь обладает вытягивающим эффектом, что приводит к тому, что вытянет он не только сукровицу, лимфу и все остальное, но и пигмент. Шаг четвертый. Нужно зафиксировать ваш компресс. Обычно мы это делаем при помощи медицинского пластыря или малярного скотча. Должна сказать, что малярный скотч работает лучше всего, потому что в отличие от медицинского пластыря он оставляет меньше ожогов, но лучше фиксирует. И всю вот эту процедуру, о которой мы с вами только что говорили, нужно повторять 3-4 раза, 3-4 раза, 3-4 раза, 3-4 раза в день на протяжении 1-2 дней. Почему такие размытые сроки? 1-2 дня. Все потому, что все зависит от сил вашего собственного иммунитета и количества покрашенной кожи. Если покрашен большой участок, то, конечно, кровить и сукровить она будет дольше. Наша задача – дать татуировке возможность образовать первую тоненькую кожицу. Именно для этого и нужна пеленка. И таким образом наша кожа образует барьер, который не дает попасть вторичные инфекции, бактериям и механически повредить тату. Должна также сказать, что в принципе можно отступить от правила использования пеленки, при этом не убирая все остальные, допустим, промывание и намазывание мазью, но только если вы находитесь дома и при этом у вас нет домашних животных. А вот если вы обязательно будете выходить на улицу или тискаться с котом, то пеленка – это must-have. Следующий вариант заживления – это вариант заживления при использовании специальной заживляющей пленки для ран. Этот способ идеально подходит для контурных тату, для татуировок небольшого размера или работ, где нет плотного покраса. Конечно же, его можно использовать и на большой татуировке с плотным покрасом, но есть большая вероятность того, что пленка просто не выдержит количество сукровицы и разорвется или отклеится. В нашей студии
заживления уже входит в стоимость сеанса, но во многих студиях нужно дополнительно доплачивать за услугу наклеивания пленки, поэтому лучше не приклеивать пленку на плотный покрас. Так как же правильно заживляться с пленкой? Скорее всего, мастер сам сделает вам эту наклейку, потому что это не очень простая задача. Но вам нужно обратить внимание на несколько моментов. Шаг первый. Вашу татуировку хорошо промыли при помощи мыла для татуировок или пенки. Вы по-любому видели видео с этой пенкой в рилсах. Шаг второй. Просушили татуировку при помощи одноразовых полотенец для того, чтобы удалить максимальное количество излишков сукровицы. Шаг третий. Обработали кожу вокруг татуировки спиртом, ни в коем случае не попадая на саму татуировку, для того, чтобы дополнительно просушить и дегидрировать кожу, чтобы пленка держалась лучше. Шаг четвертый. Наклеить пленку с запасом по 2 см с каждой стороны татуировки. Это необходимо для того, чтобы пленка точно выдержала то количество сукровицы, которое будет выходить из тату. Через 3-5 дней, в зависимости от рекомендаций вашего татуировщика, пленку будет необходимо снять. Посмотреть об этом вы можете в этом шортс. Но иногда так бывает, особенно в жару, что пленка отходит. И если вы заметили, что герметичность пленки нарушилась, лучше снять пленку и прибегнуть к первому способу заживления при помощи компрессов, а.к.а. пеленки. Теперь вы знаете все о правильном заживлении, но и настало время поговорить о хреновых рекомендациях от тату-мастеров, которым не стоит следовать. И первый кринж, о котором пойдет речь, это заживление пищевой пленкой. Очень часто татуировщики отправляют клиентов, именно заматывая их татуировку пищевой пленкой. С ней нельзя долго ходить на постоянной основе, это лишь на пару часов. И вообще, задумайтесь, правильного ли мастера вы выбрали, если он отправил вас домой с пищевой пленкой. Как мы с вами уже выяснили, для заживления татуировки необходим кислород, а под пищевую пленку он не попадает. И единственный, кому нравится пищевая пленка, это бактерии, потому что в теплой влажной среде они прекрасно размножаются. Следующий дурацкий совет, с которым я лично сталкивалась, мне рассказывали клиенты, что им об этом говорили: не мыть татуировку. Уж не знаю, кто придумал этот бред, но давайте разберемся. Мы с вами сняли верхний слой кожи, по сути барьер, который защищал вас все это время. И пока организм не восстановит этот барьер, наша с вами задача помогать ему, смывая бактерии, пыль и грязь. А также именно промывание лучше всего помогают нам бороться с образованием струпа, который, как мы уже с вами выяснили, может привести к тому, что татуировка станет плешивой. Сейчас пойдет речь о том, что я лично ставлю под вопрос. Объясню почему. Речь пойдет о том, чтобы не использовать мазь, а именно в сухом заживлении. При этом способе вы только промываете тату с мылом. Вы не наносите мазь и не приклеиваете детскую пеленку. То есть первые пару дней мы очень хорошо промываем нашу татуировку с мылом на несколько раз, просушиваем ее при помощи одноразовых полотенец и даем ей хорошо просохнуть. Тут уже вступает в работу наш собственный иммунитет. А наша задача только не травмировать ее и не чесать. В принципе, способ для заживления неплохой, но должна сказать, что не чесать татуировку почти невозможно. И к тому же ресурсы у нашего иммунитета у каждого разные. Кому-то может просто не хватить сил на заживление большой, открытой, влажной, мокнущей раны. Но этот способ объективно намного лучше, чем заматываться пищевой пленкой. И если он вам подходит, вы можете попробовать сначала на небольшой татуировке. Я ставлю этот способ заживления под вопрос только лишь потому, что в способе заживления при помощи пеленки и мази я уверена на 100%. Я использую его в своей работе и лично для себя уже на протяжении 10 лет. И точно могу сказать, что при таком заживлении вы получите 100% результат. Если же вам дали неправильные рекомендации по заживлению и вы думаете о том, чтобы сменить мастера, посмотрите вот это видео, оно может быть для вас полезным. Дайте, пожалуйста, мне знать в комментариях, если это видео было для вас полезным. Буду благодарна за лайк и подписку. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока!